Ребят, всем привет! Привет. Сидя тут в Польше, мы заметили, как помогает весь мир в такой ситуации. И вот эта мысль, это очень радует, что вы не одни, вы оказались в самых ужасных условиях, в самой ужасной ситуации, которую даже никто не мог предположить, да? И очень здорово, что все, чем могли, объединились, а кто-то и больше даже помогает. Поэтому мы мысленно тоже с вами, я не знаю, поддерживаем как можем. Да, Польша очень, конкретно в Польше, и местное население, и, наверное, руководство страны много чего делает, принимает людей, помогает как может. Много волонтеров есть, я знаю. Кто-то с машиной, кто-то просто вещи там подвозит, помогает как-то. Вот я вчера видела в Инстаграм, в Лодзи тоже собирали, я не знаю насчет сегодня, но вот вчера собирали, все, кто мог, помогали какими-то вещами первой необходимости, там и женская какая-то гигиена, и просто еда, и это все передавалось на Украину, и было столько много поддержки и со стороны Польши, поляков, и со стороны украинцев, и белорусов, да просто все объединились, просто вот эта мысль, что нет разделения Украина, Беларусь, Россия, да, вот мы все едины, мы все очень сочувствуем, и все понимают прекрасно, что ни один народ не хотел бы оказаться в такой ситуации, да? Да. Мы вот еще хотели сказать, что... возможность помочь. Есть возможность помочь. Да, кто-то может волонтерить. Угу. У кого нет такой возможности, правда, не знаю сейчас, насколько актуально сдавать кровь. Я вчера читала, что крови уже достаточно, но все равно, наверное, все-таки, может, еще берут, я не в курсе. И такой вариант, подходящий для большинства, это какие-то фонды. Угу. Мы искали, нашли несколько штук, можно, мы ссылки оставим, да, потому что их несколько, кому куда больше подходит, кому больше нравится, что можно выбрать. Еще я знаю, что Польша предоставила людям, которые перебираются из Украины, бесплатное жилье, в каких-то отелях предоставляют. Еще знаю, что проезд на поездах точно. Да, на поезда бесплатно тоже. В общем-то, и очень, кстати, многие блогеры, которые живут тут в Польше, Ося, я знаю, она живет в Кракове, и уже очень давно, и она сама из Украины, и она очень много постит в Инстаграм, тоже можно ее смотреть, она очень много постит в Инстаграм именно конкретной помощи, там, с ссылками и всяким таким, тоже можно обязательно ее смотреть. Это хорошо, что блогеры поддерживают и рассказывают именно конкретная помощь, какая нужна. Ребят, поэтому так. Тут невозможно оставаться в стороне, Угу. поэтому хоть как-то информационно, любая помощь, я думаю, от любого человека с радостью будет принята. Одно, знаете, что вы точно не одни, все будут помогать, да? Держитесь, ребят. Да, мне действительно очень нравится работать. Очень важно понимать смысл. Я такая думаю, господи, хоть в этом я хороша. Мы с Сашкой заказали обувь осеннюю. Сначала она была удобная, а потом она просто отвратительная стала. Идем сдавать и искать мне новую обувь в срочном порядке. Вот такая очередь за пончиками. Еще не толстый чварток даже, но уже все готовятся активно. Ребята, не зря мы выбрали Польшу для жизни. Все люди должны есть пончики. Чем больше мы едим сладкого, тем больше мы становимся добрее. Ребятки, приветики. Я, как всегда, бегу на свою, могу уже сказать, любимую работу. Я никогда не ожидала, что я скажу это в ближайшее время. Да, мне действительно очень нравится работать. Я, знаете, с такой улыбкой, на душе радость иду. Наверное, расскажу, что я уже где-то месяц и неделя, а может, честно говоря, не считала прямо день в день, но уже есть такие продвижения, которые я за собой замечаю.
Значит, я уже не боюсь, когда иду на работу. Ну, конечно, бывают косяки, но на самом деле я вот для себя поняла, чем больше у меня каких-то косяков, ну, косяков в плане, что что-то я могу не запомнить, чего-то я не знала. И когда какой-то косяк случается, то я это запоминаю намного быстрее и навсегда. Потом у меня с польским языком, не знаю, вот со временем я и стала понимать, ну, не знаю, 90% я уже понимаю, что говорят, ну, поляки. Бывает такое, что некоторые слова непонятны, но сам смысл, именно вот смысл я всегда практически понимаю. Это тоже большое достижение, потому что... Так, сори, ребятки. Потому что когда я пришла, первые дни, вот первую неделю, я вообще, мне так было сложно. Я чисто вывозила все на интуицию. Ой, какое солнышко. Вывозила все на интуиции. Сейчас уже, конечно, мне полегче. Плюс уже многие меня знают. Ну, и я многих знаю. Ну, и вообще, я когда хожу на работу, я слушаю подкаст «Мужчина-поляк». Он есть на Ютубе, его подкасты. Я здесь вот подпишу, что за человек. Он так хорошо... Вот он учит польскому языку, и я понимаю вообще полностью его, он так медленно говорит. Сашка, кстати, его слушает вообще на 1.25 скорости, а я его слушаю на обычной скорости. Ну, мне как-то, не знаю, мне сложно еще на скорости его слушать. И он поднимает там разные темы, и вот одна из тем была... Он говорил, что очень важно понимать сам смысл слов. Ну, то есть не зацикливаться на переводе каждого слова из предложения. А очень важно понимать смысл. Я такая думаю, господи, хоть в этом я хороша. Спасибо и на этом. И есть вот одна ошибка моя, что я в голове все перевожу на русском. То есть я не думаю на польском. И вот он говорит, что это одна из ошибок. Я вот теперь стараюсь более-менее начать думать на польском. Хотя, ну, я могу как бы не переводить, и уже я как бы понимаю. Ой. Короче, еще долгий путь, но уже есть какие-то свои продвижения, ребятки. Так рада. Так, и что еще? Посмотрела... Так классно идти с вами разговаривать. Быстрее до работы дойду. Посмотрела на канале Мирошниченко. Есть такой ютуб-блогер. Он из Польши. Честно говоря, не знаю, где он живет, наверное, во Вроцлаве. Но это, наверное, не очень важно. И он снимает там обычно интервью с какими-то там героями, которые переезжают в Польшу и рассказывает их путь. Как вот они тут работают, как они чего-то добились в Польше. Короче, вдохновляет таким контентом. И вот он снял про ассистента стоматолога. Девушка из Беларуси прошла вообще большой путь. Она приехала по приглашению из полициальной школы. Ой, блин, ребят, я иду снимаю, тут машины едут. Так как-то, не знаю, странно. Но мне почти все равно. И вот. Как она мне понравилась, такая добрая, приятная. Но у нее очень большой путь. Там, если вам интересно, то обязательно посмотрите на канале Мирошниченко. Там вот это видео. Он, кстати, большой блогер. У него тут, если не ошибаюсь, больше 130 тысяч подписчиков. Но это не важно. И... Кто не смотрел, то посмотрите. Если кому интересно, тоже посмотрите. И вот интересно ее путь. Она такая уже, знаете, довольна. Видно, что она уже очень хорошо разбирается в своей профессии. И я думаю, господи, как я хочу дойти до того уровня, когда я буду абсолютно все знать, спокойно. Стойко, как оловянный солдатик. Еще сегодня, 23 февраля, и в Беларуси празднуют этот праздник, День защитника Отечества. Ну, Сашка служил, и плюс я считаю, что Сашка тот самый защитник всей нашей семьи, и своей, и моей, и нашей общей. Поэтому обязательно его нужно поздравить, что-нибудь прикупить. Поэтому я сегодня на первую смену, что очень хорошо. И я схожу и что-нибудь куплю. Если честно, я не знаю, что, но, блин, ему так сложно брать подарки, он никогда ничего не хочет. Поэтому посмотрим. Потом расскажу. Ребят, ну это какой-то
Жнец какой-то, честное слово. Хотела ругнуться, но постеснялась. В общем-то, я пришла с работы. Но у меня была проблема небольшая с обувью. Но вот сегодня она просто ужесточилась. Я не знаю, вы, наверное, не помните, это уже было давным-давно, я снимала. Когда мы сюда приехали, мы с Сашкой заказали обувь осеннюю. И вот у Сашки, ну, типа, более-менее, а у меня прям... Сначала она была удобная, а потом она просто отвратительная стала. Она мне натирала мизинцы постоянно. Но я как-то терпела, думаю, ладно, сейчас немножко поношу еще. И вот, типа, в следующем месяце куплю новую обувь. Ну, терпела. И, короче, сегодня я поняла, что я не могу. Я как бы всунуть ногу я могу в обувь, но вот идти это нереально больно. Потом думаю, что такое? Смотрю, а у меня внутри полностью подкладка, вот которая на пятке, на обеих ногах почему-то в один день порвалась. И она так трется мне пятку, вот это вот отсутствие подкладки этой. Короче, она мне просто дикий мозоль, мне просто больно делать шаг. И, в общем-то, мы приняли решение с Сашком, что нужно их сдать. Ну, Тем более им... по крайней мере. Им всего лишь полгода. Да? Даже меньше. Даже меньше полгода. А гарантия мы проверили 2 года. И мы решили попробовать сдать. Ну, а вдруг повезет, вдруг дадут деньги. Но на самом деле мы едем еще... Там несколько косяков сразу. И еще плюс отклеилось. Какое-то все облупилось. Да, Ну, все отклеилось. Там все пошло уже. Ну да. Короче, ребята, просто ужас. Не покупайте, сейчас покажу фирму как он? Квази. Квази. Квази, а я обратно читала. Вот эту фирму Квази, не знаю, ну, у меня неудачно было. Может, остальная обувь нормальная? И поэтому мы еще идем сдавать и искать мне новую обувь в срочном порядке, потому что мне нужно в чем-то ходить. Вот такие дела. Я уже пожалела раз 100, что взяла эту обувь. Сейчас буду мерить, так как, думаю, лучше я буду мерить, потому что мы заказывали онлайн. Сразу был неплохо, потом не очень. Короче, как-то так. Надеюсь, что в этот раз повезет. Итак, ребята, вот этот Квази. Не знаю, короче, что это за фирма, но мне обувь более-менее понравилась, поэтому я ее и взяла. И вот мы ее уже упаковали. И вот я хотела показать. Ну уже внутри не покажу. Ну вот, хотя бы покажу, как у меня отклеилось вот здесь. Видно, да? Ну, уже все, как бы, до свидули. Но я считаю, что это обувная фирма, виновата. Еще полгода не прошло, а уже вот эта наклейка отклеилась. Тем более, я думала, это пришито. И вот тут вот еще отклеилась. Наверное, это не очень видно. Но вот здесь вот такая черная полоса. Это вот тоже отклеилась. И вот на втором ботинке тоже вот это отклеилось. Ну, а это еще ладно. Я там хотя бы ходить могла. А вот тут вот с обратной стороны пятки вот так полностью отклеилась вот эта сетка. Стерлась, я не знаю. И она просто невероятно теперь ходить из-за этого. Все. Так, ну все, мы занесли обувь в Е-обуви. Ой, и так кричат дети. На самом деле заняло все минут 10, да? Меньше? Короче, мы распечатали, я заполнил все в PDF заранее дома. Мы распечатали и ничего не заполнилось. Да. Ну, и поэтому минут 10. А потом мы пришли, отстояли очереди минуты 2. И в итоге 2 минуты, и нас взяли обувь, искали где-то 17-14 дней ждать, и будет информация. Ну, не обещают вернуть деньги, сказали, будет проверка, и там уже потом. Она даже не смотрела, дело просто передать это на склад, а там уже будут решать. Короче, ребята, будем держать вас в курсе дела, если вернут деньги, скажем, тоже можете так делать. Ну, короче, Е-обуви очень удобно. Все, идем мне искать. Мы так еще ничего не нашли. Сегодня в Польше среда, и уже вот такая очередь за пончиками. Еще не тлустый чварток даже, но уже все готовятся активно. Сегодня тлустый... Да, просто вот какая-то пончикарня посреди площади, и туда километровая очередь. Реально километр очередь. Не, мы стоять не будем. Не. Мы купили в Ашане. Мы попробуем ашановские, но когда-нибудь доберемся до цукерни. Может быть, есть еще какая-нибудь, где... Да везде они есть, просто, Просто нет, зачем? Там стоять, полчаса, наверное, на морозе. А там хватит для всех?
Будет смешно. Не, я думаю, на эту неделю очень много заготовили. Там выручка просто прет с пончиков. Вот, ребята, не зря мы выбрали Польшу для жизни. Тут есть такой замечательный праздник Тлустый Чвартек. Только сегодня среда, а у нас он уже тлустый. Короче, в этот день продают очень много пончиков. И мы уже показывали, какие очереди в пекарню. Но мы, кстати, тоже закупились в среду, но мы пойдем еще и в четверг. Ну, завтра, то есть обязательно утром в магазины, потому что там, ну, надо это все посмотреть, во-первых, своими глазами. Говорят, что там очень много видов пончиков, но мы как бы надеемся очень много попробовать пончиков. Так, и вот мы уже закупились. Такой хворост, ну, не знаю, в Беларуси называется хворост, а тут фаворки. И 2 пончика пока на пробу. Там вот этот верхний пончик, он с кокосом, а второй... Ой, я не помню, какое-то гнездо лук. Но не с луком, потому что по-польски лук это цибуля. Я не знаю, там написано лук. Что такое лук? Надо в переводчик посмотреть. Но они мягкие. Ой, ребятки, сейчас с чайком так вкусно будет. В Беларуси, к сожалению, таких праздников не было. Считаю это упущение. И вообще, мне кажется, такой праздник должен быть в любой стране. Все люди должны есть пончики. Чем больше мы едим сладкого, тем больше мы становимся добрее. Вообще классный праздник, поэтому... Вот. Я немножко расстроена. Чуть-чуть. Про обувь я рассказала. В Ябую мы ее занесли. А расстроенная тем, что мы не нашли мне обувь. Ровным счетом ничего. Вот 0, 0. Зато онлайн, когда я смотрю, онлайн хоть что-то я могу, ну, там, для себя найти. Мне что-то нравится. И, во-первых, я уже как бы столько лет мы заказываем онлайн. Это уже факт, что онлайн намного больше выбора, чем в магазинах. И вообще не так много магазинов обувных, как хотелось бы. Да, Алехандро? Вообще. Мы были во всех, мы даже были в спортивных магазинах. Не, ну, конечно, есть обувь, но просто не то, что мне нужно. Мне надо супер мягкое и не супер дорогое. Это тоже очень важно. Ну, как бы, я думаю, отдать максимум там, ну, 350, ну, если что-то очень крутое, ну, 400, ну, это, наверное, вряд ли, но 350, наверное, максимум, да, Алехандро? Ну, Злотых. хотелось бы. Ну, да. Ну, если что, то, возможно, и 400. Но это должно быть прям лакшерная обувь. И это не зимняя, это как бы, ну, хотя, наверное, это считается осень-зима, наверное. Так, про купончики я вам рассказала? Алехандро, а ты должен рассказать, что это за праздник. Я немножко забыла, что там неделя... Я надеюсь, ты знаешь что-нибудь про этот праздник, потому что я только знаю, что это неделя до того, как садятся на пост. Ну, может, даже не неделя, что-то но типа примерно такого. вот в преддверии поста. Вообще, изначально это, конечно, все языческое, что-то типа масленицы, наверное, еще из давних времен. Ну, с христианством это тоже связано, и перед вот постом люди отъедались и отъедаются все жирненькое, тлустенькое, на масле, на сале, наготовить, наесться, прям чтобы не хотеть потом. Я вот, знаешь что, пока тебя не было, ты мусор выбрасывал, я говорю, вот почему такого праздника нет в каждой стране? Это же просто для поднятия настроения пончики продают, круто же. Есть масленица, но там блины. Ну да. Ну да, блины могут быть с разными начинками, но пончики... Ну их так не продают в магазинах, да, а тут вот именно вот это традиция, пончики. Я даже не видела никогда, чтобы у нас в Беларуси вообще пончики как бы продавались в таком открытом доступе, как, ну, вот тут в Польше. Польша везде, в любом магазине, тем более тут есть очень много пекарн, кондитерских, ну, что реально в Беларуси маловато. Это упущение, я считаю. Поэтому, ребята, даже вот просто, что... Целый день для пончиков выделили. Ранний выходной. Да, кстати, могли бы делать выходной, потому что как вот объелся пончиками. Да, вот смотрите, я объелась пончиками, я уже не хочу никуда идти, потому что я не остановлюсь даже над 3 пончиками. Ребят, уж извините. Мы брали коробками. Ну, мы тоже планируем. Да. Мы не захотели брать однообразные пончики, вот как там не разные виды. Да в смысле? Не, ну... Только на меня одну 10, Сашка. Да, ошибся. Ну, ошибся. Извините-ка.
Проси-ка мне прощения. Что это такое-то? А вот эти про хворост. Хворост? Ну, в Беларуси хворост. Ну, фаворки, да. Почему ты их захотела? Это Сашка настоял. Это тоже обязательная программа? Ну, они раньше не продавались, они вот за неделю только начали появляться. И я всегда их любил в детстве и уже не ел, ну, лет дофига. Тут я хочу сдать Сашку. Он хотел 2 упаковки взять, но я его остановила. А мне говорит, куда тебе 10 пончиков? Да вообще легко. Слушайте, пончики, что их там есть? С чайком 3 точно уйдет за один присест. 3, 6, там 2 раза чай попить. Так что все, ребятки. До завтра. Завтра мы идем за пончиками вместе с вами.